Друзья, всем привет! Меня зовут Артем, и вы на моем авторском канале о рыбалке и мечте. Сегодня хочу вам показать один рецепт очень уловистого теста, на который можно ловить круглый год. На него успешно клюет рыба зимой, в особенности плотва. Летом также отлично я на это тесто ловлю. И, в общем, его сделать очень быстро. Можно всегда сделать его перед рыбалкой, брать с собой на рыбалочку. Я, ребят, максималист и всегда с собой беру максимум всяких наживок, насадок на рыбалку. Никогда нельзя предугадать, на какую наживку или насадку рыба будет клевать в этот день. Но, ребят, я знаю, что многие думают, что зимой можно ловить и нужно только на живые компоненты, то есть это на опарыша, может быть на червя, на мотыля. Но нет, я вас уверяю, иногда на тесто будет зимой клевать лучше рыба, чем на того же мотыля. В общем, давайте приступим к приготовлению этого данного теста. Но перед тем, как мы начнем, я попрошу вас подписаться на канал, поставить палец вверх и поставить колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новом видео. Потому что эту самую наживку в следующий раз мы поедем на фидер ловить и будем сравнивать с мотылем. И на что мы больше поймаем рыбы, на мотыль или на тесто. А сейчас у нас, ребят, середина ноября. В общем, приступим. В общем, ребят, для этого теста нам понадобится сахар, обычная пшеничная мука, соль, тарелка, чтобы это все было удобно перемешивать, яйцо, вернее желток от яйца, какао-порошок, ножик и вилочка, чтобы это все перемешивать. Для начала нам надо отделить белок от желтка. Способов уйма. Если сами не знаете как, можете спросить у жены. Отделили. Белок выливаем и оставляем желток. Сюда нам надо добавить 1 чайную ложку сахара. Буквально щепоточку соли. Прям вот так вот чуть-чуть. И 1 чайную ложку какао-порошка. Ребят, по поводу какао, мне кажется, особо без разницы. Вот я взял самое дешевое. Делал с Несквиком какао. То есть все было одинаково, в принципе. И теперь нам надо наш желточек вот так вот разбить. Как бы сказать, перемешать в какао, в сахаре. Размешиваем, ребят, тщательно, чтобы соль, сахар, какао, все перемешалось. Все, получилась вот такая вот однородная масса. Теперь сюда добавляем по чуть-чуть. Насыпаем пшеничной муки. Насыпали чуть-чуть и перемешиваем. Можно взять ложечку, чтобы все это собрать. И добавляем еще пшеничной муки. И опять вмешиваем муку в нашу массу.
Ребят, рецепт проверенный, ловлю уже неоднократно. И правда бывают случаи, что ножевой компонент вообще не клюет. А вот на это тесто прям рыба кликается очень и очень хорошо. Все, и теперь можно вымешивать в руках после того, как тесто стало хорошо, ну, не прилипать к рукам, уже стало, набрала свою какую-то консистенцию. Так, кусочки теста, которые вылетели, сейчас тоже вмешаем. Можно вот так об стол повмешивать, как на пироги тесто катаете. Ну, не знаю, вы катаете или нет. Я люблю и умею готовить, и поэтому знаю, как правильно вмешать тесто. Все, ребят, вмешиваем так минут 5. Его нам надо хорошо вымешать, чтобы все тесто было однородным и все между собой перепиталось. Все, ребят, тесто перемешали 10 минут. Оно стало таким, однородным. Теперь нам надо положить его в целлофановый пакетик и отправить в холодильник на 10 минут. Все, ребят, прошло 10 минут. Достаю тесто из пакета. Еще раз хорошо его вымешиваем. Все, тесто стало более эластичным, более приятным на ощупь. И все, в принципе, тесто готово. Берем кусочек поменьше, надеваем его на крючок. Тесто отлично работает. Оно будет выделять, даже сейчас, не знаю, наверное, на камеру не видно. С него выходит воздух и маленькие частички выделяются. Тесто очень упругое, оно не спадет с крючка, так быстро. А как делать тесто для того, чтобы не спадало с крючка, как для фидерного заброса, я вам потом расскажу. Ну что, ребят, вот такое вот замечательное тесто у нас получилось. Пробуйте, и я уверен, вы будете удивлены, что на такое тесто можно ловить и зимой. Основная рыба, конечно, на это тесто — это плотва, потому что плотва любит запах какао, вкус какао. И, ребята, было много у меня случаев, что подлещик и даже крупные лещи ловились на это тесто. А как сделать тесто такое, чтобы оно не спадало с фидера, я вам расскажу в следующем видео. Так что не забывайте подписываться на канал, ставьте колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новых видео. А я желаю вам трофейных уловов. Всем удачи, всем пока.